Есть растения, которые эффектно выглядят в течение долгих месяцев, украшая своим цветением и видом листвы территорию сада. Если вы в поисках необычных, неприхотливых и редких культур, эта тема будет вам интересной. Речь пойдет про декоративный кустарник с оригинальными соцветиями и привлекательной кроной, который вы точно не встретите в каждом саду. Называется итея. Растение отличилось своими высокодекоративными качествами и неприхотливостью. У этого восхитительного кустарника очень изящные прутьевидные ветви. Изгибаясь, они придают кроне фонтанообразную форму, что смотрится очень красиво. Из-за этого итея и получила свое название. В переводе с греческого оно означает «ива». Я уверена, что любители редких и необычных растений найдут в итее много достоинств, чего только стоит ее восхитительное цветение. В июне и июле на концах ветвей распускается множество очаровательных белых цветов, собранных в причудливые удлиненные соцветия. Длина цветочных кистей зависит от вида и сортовых характеристик. Например, у итеи виргинской они около 15 сантиметров. Есть виды и с более длинными колосками. Под своей тяжестью соцветия эффектно паникают, придавая кустарнику неповторимой красоты форму цветущего фонтана. Со стороны цветочные свечи напоминают пенящиеся брызги. Цветение длится до 50 дней и очаровывает не только своим роскошным и причудливым видом, но и восхитительным ароматом. На цветущую Итею слетаются разные бабочки. Природным ареалом Итеи виргинской является Северная Америка. На своей родине, в естественной среде, этот кустарник вырастает в высоту до 3 метров. У нас же он редко достигает 1,5 метров. Есть и более компактные представители. Например, сорт Итеи виргинской Little Henry. Его максимальная высота 80 сантиметров, при ширине чуть более метра. А для самых маленьких садов и для контейнерного выращивания отлично подойдет Итея виргинская Henry's Garnet. Ее максимальный предел полметра в высоту и метр в ширину. Очень компактное и медленно растущее растение с обильным ароматным цветением и длинными соцветиями, составляющими в длину до 20 сантиметров. За счет высокой декоративности и компактности эти кустарники красиво высаживать на длинных рабатках, вдоль садовых дорожек, на альпийских горках и в миксбордерах. Они также эффектно смотрятся отдельно посаженные и особенно группами. Из высаженных в ряд саженцев легко вырастить красивую живую изгородь или пышный бордюр. Таким образом, можно выделить в саду определенную зону, украсить подпорную стенку или создать неповторимой красоты цветущую композицию. Этот кустарник также может служить эффектным фоном для других более низкорослых растений. Итея привлекает внимание не только в период цветения. У нее декоративные, удлиненно-яйцевидные листья, насыщенно зеленой окраски. Осенью крона приобретает всевозможную яркую, багряную палитру. Такие кусты полыхают в лучах солнца, словно костры, и видны даже издалека. Итея – это не только летний, красиво цветущий кустарник. Ее можно смело причислить к самым красочным фаворитам осеннего сада. Недаром в последние годы этим растением стали все чаще интересоваться профессиональные ландшафтные озеленители и любители декоративных культур. На сегодняшний день найти в продаже разные сорта итеи уже не составляет труда. Их продают многие питомники растений и интернет-магазины. Кустарник отлично поддается формировке. Благодаря своевременной обрезке итеи можно придавать разную форму по вашему желанию. Кстати, определить состояние своего растения можно по длине его соцветий. Если они чересчур короткие, а само цветение по количеству и продолжительности незначительное, значит вашей итеи не хватает света или микроэлементов. На обильное цветение также влияет удачная зимовка. Если итея сильно подмерзнет, обилие цветов можно не ждать. Поэтому в холодных регионах кусты лучше укрывать двойным слоем спанбонда. В регионах с более суровыми и малоснежными зимами эту североамериканскую красавицу проще выращивать в объемном контейнере, который на зиму заносят в прохладное помещение или крытую теплицу. Для этих целей как раз удачно подойдут компактные низкорослые сорта
Зимостойкость виргинской Этеи составляет примерно до минус 25 градусов. Молодые саженцы первые пару лет лучше с осени укрывать, а их приствольные круги высоко мульчировать. Если у вас холодные зимы, подбирайте более адаптированные сорта. Перед заказом растений уточняйте их характеристики. Кстати, кроме белоцветковой Этеи, еще есть сорт с розоватыми колосками под названием Сара Ив. Эта Этея более морозостойкая. Сорт Мерлоу, как и Хенрис Гарнет, выдерживает понижение до минус 23 градусов. В южных садах Этеи лучше не высаживать на открытом солнце. На солнцепеке она станет чувствовать себя некомфортно, а ее цветение будет недолгим. Этот кустарник предпочитает легкую полутень, рыхлый, питательный и в меру влажный грунт с нейтральной или слабокислой реакцией. На более известковой земле у кустарника станет проявляться хлороз, то есть пожелтение листьев. Есть утверждение, что Этея легко переносит кратковременную засуху. Однако своевременный полив особенно необходим именно в период цветения. Если же в вашей местности выпадает достаточное количество осадков, то такое растение способно обойтись и без полива. Этея довольно простая в уходе. Ее также легко формировать. В зависимости от ваших потребностей вы можете придавать кустарнику желаемые размеры. Стрижку лучше проводить по окончанию цветения. Компактные растения гораздо проще укрыть на зиму. Многие садоводы утверждают, что Этея вполне приживается даже на суглинистом грунте и способна расти в притенении. Только не стоит подбирать ей место в тени или наоборот на открытом палящем солнце. Единственное, над чем придется немного потрудиться, это над утеплением кроны. В том случае, если ваш сад находится в холодной климатической зоне. Кстати, посаженные в ряд кустики проще всего прикрыть с помощью дуг и нетканного утепляющего материала. В любом случае, этот кустарник заслуживает того, чтобы немного повозиться с его подготовкой к зимовке. Все, кто видел цветущую Этею или ее красочную осеннюю листву, мечтают о ее приобретении для своей садовой коллекции. Уверена, что такое небанальное растение с причудливым ароматным цветением станет настоящей жемчужиной любого участка. Поделитесь и вы своим мнением об этом кустарнике. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. С нами вы узнаете не только о красивых и неприхотливых, но и редких растениях, которые украсят ваш сад и не только. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч на канале Добрый сад.